Добрый день, друзья! Сегодня на моем столе присутствует 3 орхидеи, хотя хотела рассказать всего о 2. Но все время забываю вам показать вот эту маленькую орхидею. Она давно распустила все цветы и даже доращивает еще один бутончик, даже два бутончика. Это орхидея Савиан. Создавать о ней целое видео и пересказывать вам 1,5 года работы с этой орхидеей не имеет смысла. Показом этой орхидеи закрываю плейлист о 5 орхидеях оценках. Ссылку на этот плейлист оставлю в правом верхнем углу экрана. Это последняя орхидея, которая была куплена без корней. Был полный горшок гнилых корней, и целых 1,5 года я рассказывала, что остальные 4 орхидеи я не обрабатывала никакими химикатами. Только у этой орхидеи было маленькое черное пятно, на которое я поставила точку, небольшую каплю Максима. Кому интересно посмотреть всю историю, проходите, смотрите. Я не доставала эту орхидею из горшка. Она с гнилыми корнями в горшке прекрасно вырастила корни и зацвела. Растит еще один листик. Но это я к чему все рассказываю? Все время говорю о том, что и гнилые корни не мешают орхидеи, и торфяные стаканы не мешают жизни орхидеи. Так вот, эта орхидея про гнилые корни, а вот эти 2 орхидеи про торфяные стаканы. Историю этих орхидей я тоже собираю в отдельный плейлист и оставляю в правом верхнем углу экрана, чтобы вы посмотрели историю и этих орхидей. Это орхидея Леди Мармелад, а вторая орхидея Толерейшн. Толерейшн даже цвела, но чуть раньше. Цветение ее показывало. Обе орхидеи приобрела в группе ВКонтакте. Краснодарская группа, ссылку на нее оставлю в описании под видео. И пришли в посылке эти орхидеи только в торфяных стаканах. И я все время показывала и рассказывала вам рост этих орхидей. Я не убирала торфяные стаканы. Я оставила эти маленькие орхидейки в размере 1,7. 1,7 это название стаканчика, в котором они приходят. 1,7 дюйма. Но и орхидеи сами маленькие. Они растут тоже почти целый год. У Леди Мармелад это первое цветение. Ну, соответственно, у орхидеи Толерейшн будет второе цветение. Так вот, они до сих пор растут с торфяными стаканами. И мы сделали экспериментальные посадки. Одна орхидея растет в коре. Ну и вот здесь виден торфяной стакан. Ну вот его видно. И прекрасно себя чувствует. Вторая орхидея. Я всегда немного убираю керамзит и показываю вам, что там тоже есть торфяной стакан. Вот его видно под листиком. Растет в керамзите с циафлорой. Корни этих орхидей
просто покручу горшок. И я-то задумывала этот эксперимент и для того, чтобы показать, что торфяные стаканы не мешают жизни орхидей, но еще и показать, как растут корни в керамзите и в коре. Потому что всегда очень много комментариев о том, что это из керамзита убегают корни, они не хотят расти в керамзите. В коре всегда корни уходят в горшок. Ну вот посмотрите, что куда уходит. Орхидеи растят корни так, как им нравится. Потому что в природе у орхидей все корни воздушные. И орхидеи любят убегать из любого грунта. Неважно, будь то кора, будь то керамзит. А самое главное, что торфяной стакан не мешает жизни орхидеи. И не нужно, когда вы купили орхидею новую, быстрее бегом пересаживать орхидею и убирать этот торфяной стакан. Вот простой пример. Растут, цветут и чувствуют себя великолепно. Леди Мармелад, конечно, очень нежная. Орхидея действительно чем-то напоминает персиковый мармелад. И когда распустится орхидея Toleration, я вам тоже ее покажу. У нее цветок крупнее, чем у первой. Вот такие чудесные орхидеи остаются в моей коллекции. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Семочка не пришел, он выполняет функции прораба, ему очень нравится новый паркет, он контролирует ремонт. Да, извини, потревожили. В комнате, где стоят экспериментальные орхидеи, которые удобряем аминосилом. Что мы хорошие. Все, охраняй дальше. Пока-пока.